Привет, друзья! На связи Виталий. Вы на канале о бизнесе в Польше. Я сам, собственно, 8 лет живу в Польше, занимаюсь запуском бизнеса и бизнес-сопровождением. В этом видео мы поговорим о том, как официально от фирмы вы можете помогать. Отправлять деньги на благотворительность. И с началом войны вы все знаете, кому сейчас больше всего нужна помощь, да? Потому что миллионы людей оказались в очень сложной ситуации, многие из них остались без домов, многие из них вынуждены были бросить все, переехать сюда, а кто-то и не смог переехать. И с другой стороны, пишет ко мне много знакомых коллег-предпринимателей, говорит: Виталик, все, что я умею, это заниматься бизнесом, как я могу помочь? Я хотел бы что-то сделать, но я боюсь что-то сделать, потому что это польская бухгалтерия, сейчас деньги куда-то там вышлешь или еще что-то, а потом тебе еще за твои благие намерения. Так вот, дорогие мои коллеги, у нас есть возможность помогать как минимум 5 ресурсами. Это деньги, информация, время, работа и, собственно, ресурсы. Расскажу примеры, да, там товары или услуги. И как это сделать? Давайте разбирать по порядку. И самый, пожалуй, простой способ и самый популярный – это помогать деньгами. Я для этого пообщался специально с 4 разными бухгалтерами, да, бухгалтерскими компаниями, задал им один и тот же вопрос, как я от фирмы могу официально помогать нуждающимся. И мнения разошлись, как это в Польше принято у всех бухгалтеров, поэтому я с вами поделюсь выводами и выжимками из разговора. Итак, самый такой популярный ответ – это то, что вы можете официально переводить деньги, помогать от вашей фирмы или частного предпринимательства, да, тратя на это не больше 10% от вашего оборота. Мы берем ваш годовой оборот, 10% вы можете отдавать на благотворительность. Это первое. Второе. Крайне желательно это делать на организацию, то есть делать это переводом и делать это на какую-то официальную организацию, то есть не просто физлицу дать деньги, да, человеку, а на организацию. То есть это самый простой и безгеморройный способ просто помочь. Узнали, какая сумма у вас оборота, выслали на организацию, да. Но организации тоже бывают разные, и в начале войны появилось очень много аферистов, которые и на этом умудрились наживиться. Поэтому второе, что делают предприниматели, некоторые просто открывают свою организацию. То есть у человека есть фирма, если он реально понимает, да, что бизнес никуда не денется, деньги он всегда умеет заработать, а страну может потерять, так как мне один мой коллега из Вроцлава сказал. Дима, привет. То есть вы можете просто открыть свою организацию, на нее собирать средства и уже как некоммерческая организация уже распределять эти средства и помогать. Второе. Если так получилось, что вы не можете, нет у вас организации, которой вы доверяете, или вам не дают, не знаю, чеки, не дают, никакого подтверждения не дают, есть всегда запасной вариант, это такая форма расписки, когда вы просто заполняете такой бланк и пишете: я такой-то, эту сумму денег перевел на то-то и то-то на благотворительность. Шаблон такого бланка мы оставим в описании к этому видео, поэтому в крайнем случае, если вы уже помогли, что-то сделали, и вам нужно это все хорошо, красиво по бухгалтерии провести, мы вам оставим такую бумажку. Второй способ помочь – это ресурсы. С началом войны здесь у нас в офисе организовался волонтерский центр, да, и очень много ресурсов сюда свозили. Начиная от каких-то товаров, да, то есть, грубо говоря, своих личных вещей, и заканчивая от того, что люди производят. То есть, допустим, приехали блоки пауэрбанков, блоки каких-то материалов, зарядных устройств, фонариков, еще. Люди просто то, что у них было на производстве и так далее, какие-то свои ресурсы, они свозили и так далее. То есть несколько предпринимателей, кстати, поляки, они просто приходили оставляли ключи от машины, говорили: берите машины, едьте на границу, если есть кому, возите людей, и вы знаете, что делать. Собственно, третий ресурс, к которому мы приходим, это время. Иногда вы можете просто уделить время для того, чтобы что-то сделать и помочь. Допустим, 3 часа ночи я на заправке между Пшемышлем и Краковом встречаюсь с моим знакомым, с приятелем румыном, его зовут Ромео. Я говорю: Ромео, что ты тут делаешь в такой поздний час? Он говорит: я вожу мам с детьми из Пшемышля, из-под границы, вожу их в Краков. Вот так мы с ним встретились в 3 часа ночи. И человек взял свою машину рабочую, да, заправил ее за рабочие деньги и уделял время, чтобы заниматься этими вопросами.
Четвертый ресурс – это информация. Есть очень большой, ну, как вы видите, да, в интернете очень много информационного шума. Непонятно, кому верить, что происходит, и что происходит в Украине, и что происходит, как людям здесь найти свое место под солнцем там, в Европе, да, чтобы там как-то пережить, переждать, либо заново освоиться. И иногда им не хватает каких-то консультаций, помощи, иногда просто даже выслушать, либо сделать какие-то банальные вещи, там, выехать за город, встретить чью-то маму, либо бабушку и привести ее на какой-то адрес места жительства, чтобы там человек, находясь там, в Украине, защищая свою страну, мог более спокойно это делать, не волнуясь, что его семья находится в опасности. Просто банально уделить время. И пятый, но очень важный ресурс – это работа. То есть несколько миллионов людей переехало, и им надо за что-то кушать, им надо где-то жить, снимать жилье, да, им надо как-то одеваться и так далее. В общем, им нужна работа, им нужно себя обеспечивать. И это уникальный шанс и что-то сделать для себя, найти хороших сотрудников, замотивированных, да, к тому, чтобы работать, и помочь другим людям. Вот недавно, допустим, у нас вышло видео, как запустить бизнес из Украины либо удаленно во время войны, да, здесь сейчас всплывет подсказочка, и там как раз Станислав говорит о том, что хорошо бы вам найти человека, который уже находится в Польше, если вы не можете даже выехать, чтобы он там для вас вел дела. Это уникальная возможность взять себе менеджера, операционного директора, управленца, например, да, либо просто людей, которые могут своими руками что-то делать, находясь здесь, в Польше, в Европе, и им помочь, и помочь себе. На этом все. Спасибо за просмотр этого видео. Пишите в комментариях, делитесь вашими историями, как вы, как ваши коллеги помогали, чем помогали, какие еще идеи у вас есть на этот счет. Подписывайтесь на наш канал. До встречи в следующем выпуске.